Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1983 года рождения, дата исследования 26 июля 2025 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРП 173 мм, КРЛ 94 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность +58 +69 Хаунсфилда. ВС7 простая киста 4 мм. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь, обычных размеров, в шейке перегиб. Рентген-контрастные конкременты не определяются, желчь достаточно однородная плотностью до +10 +16 Хаунсфилда. Холедок до 5 мм. Поджелудочное железо размером головка 31 мм, тело и хвост размером 80 на 50 на 40 мм, с множественными скорлупообразными кальцификатами размером до 26 на 7 мм, сформированными преимущественно по периферии железы, кистозными включениями, которые занимают большую часть тела и хвоста железы. Контуры железы четкие, неровные, признаков инвазивного роста нет. Паренхима диффузно неоднородна. Плотность +16 +32 Хаунсфилда. Вирсунгов проток расширен до 8 мм. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, Y-образной формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, на 41 мм выше основной артерии сформирована добавочная диаметром 2 мм, кровоснабжающая верхний полис почки. Паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. При внутривенном болюстном введении контраста, очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение. КТ-картина более характерна для хронического деструктивного панкреатита вне стадии обострения, версунгэктазии, кисты печени, гепатомегалии, диффузных изменений ткани печени, перегиба стенок желчного пузыря, добавочной артерии левой почки, умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника. КТ-архив не представлен, динамику достоверно не оценить. Рекомендована консультация терапевта. 31 июля 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. По данным КТ, это хронический деструктивный панкреатит, вне обострения. Динамику не написать, так как КТ-архива нет, описать по чужим заключениям, в которых ни разу не описали добавочную артерию левой почки, так себе затея. Про эту артерию вам всегда нужно говорить хирургу, в случае какой-либо операции на животе. Иногда такие артерии провоцируют гипертонию, но чаще протекают бессимптомно. Есть признаки диффузных изменений ткани печени, ее увеличения и мелкой кисты ее. В желчном пузыре перегиб, но сладжа нет. Вам нужно наблюдаться у гастроэнтеролога, для контроля лучше использовать КТ с пероральным и внутривенным болюстным контрастным усилением. Чаще чем раз в год нужды в этом нет.